В последнее время появляются сведения о том, что украинские военные концентрируются на границе с Приднестровьем. В Приднестровье проживает 150-200 тысяч граждан России, а вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил выдавать российское гражданство всем желающим жителям Приднестровья. С 1992 года по соглашению в Приднестровье базируется 1200 российских миротворцев. Так что военные силы Приднестровья достаточно внушительны для небольшой республики. Был вброс на тему внеочередного призыва в Приднестровье, но выяснилось, что призывают тех, кто утратил право на отсрочку или был привлечен к ответственности за нарушение правил учета. Но Киев вряд ли нападет на Приднестровье. ВСУ потрепаны. Однако ДНР уже заявляла, что в случае нападения на Приднестровье Донбасс не будет смотреть молча. И ПМР продержится. А вот у Европы под боком появится вторая горячая точка. Не просто так Аль-Джазира объявила Приднестровье следующей горячей точкой. В Закарпатье тоже неспокойно. Около 100 тысяч здешних венгров уже имеют гражданство Венгрии, и венгерское правительство может получить карт-бланш от Евросоюза, так как вынуждено будет защищать своих граждан. Германия и Франция обеспокоены возможностью расползания вооруженного конфликта с территории Украины на всю Европу. Премьер-министр непризнанной республики Подкарпатская Русь, координатор сетевого русинского движения Петро Гицко. Они будут заботиться о европейских границах, чтобы не допустить экспорта насилия в Европу. И в этом Венгрию поддерживает Германия. Потенциал войны в Европе будет высок в 2016 году. Правый сектор вышел из подчинения тех, кто его создал. Мы, русины, готовы работать со всеми, но только не с бандеровцами. Даже галичане не понимают проводимой Киевом линии и требуют отдельной таможенной и тарифной политики, а также особого внешнеэкономического режима с Евросоюзом. Сначала во Львове прогремели взрывы около 2 отделений милиции. Потом в Ивано-Франковской области подожгли 3 автомобиля прямо на территории Городенковского райотдела милиции. Вот и третье место потенциального локального внутриукраинского конфликта для комплекта. Если бы Киев хотел взять под контроль правый сектор, он бы это сделал. Однако, похоже, не может и не хочет. В Мукачево идет что угодно, а не контртеррористическая операция. Порошенко создает условия, которые приведут к проблемам с использованием оружия не только на Донбассе, но и на границе с Приднестровьем, в Закарпатье и, возможно, в Галичине. Кому-то нужен глобальный очаг напряженности по соседству с Россией и Европой. Идеальный метод для этого – очередной переворот на Украине, а инструмент – нацисты. Наверное, Украине требуется пересборка, но осуществить ее нужно цивилизованным способом – через референдум. Если боевики правого сектора выйдут против населения всей Украины, то у Европы появится легитимная причина для борьбы с такими организациями. Это, вероятно, отрезвит украинцев. Для России же приемлемы и вариант Порошенко трепыхается некоторое время, и вариант правосеки гуляют по всей Украине. Главное – не паниковать и не поддаваться на провокации.